Новый год – замечательный праздник, и как здорово, что уже в сентябре благодаря новым адвент-календарям от компании LEGO можно проникнуться его атмосферой. Мы, конечно, дожидаться декабря не будем, и сейчас вместе с вами откроем все 24 окошка, чтобы узнать, какой сюрприз ждет нас в каждом из них. Для начала хочу обратить ваше внимание на игровое поле, которое встречает нас после открытия коробки. Тут можно расставить все фигурки и сыграть несколько интересных сцен. Ну и давайте начнем. В самом первом окошке нам попадается фигурка забавного мальчишки. В комплекте он имеет сноуборд и шлем. Правильно, голову надо беречь. Мне нравится его праздничный свитер, где с обратной стороны красуется елочка. На очереди окошко номер 2. В нем нам попадаются детали для сборки вот такой техники. Выполнено очень просто, но выглядит забавно. Едем дальше. Окошко номер 3 спрятало от нас собаку в рождественском свитере со своей миской и лакомством. Мне очень нравится эта фигурка, особенно ее наряд. Смотрится мило и необычно. Посмотрим, что ждет нас дальше. Окошко номер 4, а там скейт и еще один шлем для защиты головы. Как-то маловато для целого окошка, поэтому откроем следующее. Под номером 5 попалась фигурка девчушки на лыжах. Девчонка очень прикольная в маленьких очках и очередном нарядном свитере, на котором изображена такая же елочка, как и у пса. Прикольно, что на поле для нее есть специальное место, где изображены следы от лыж. Посмотрим, что нас ждет дальше. В шестом окошке нас встретили детали для сборки небольшой лодочки на пульте управления. Она хоть и выполнена всего лишь из парочки деталей, но смотрится очень классно. Видно, это один из подарков под елку. Открываем окошко номер 7 и встречаем кошку с ее лакомством. Забавная и милая фигурка. Надеюсь, они не подерутся с ранее попавшейся собакой. Давайте взглянем на следующий сюрприз. Под номером 8 попался яркий красный самокат. Самый лучший транспорт для зимы, как и скейт. Но главное, что тут есть шлем, ведь безопасность превыше всего. Теперь взглянем на окошко номер 9. Тут нам попадается еще одна фигурка, чему я очень рад. Видимо, это фигурка отца предыдущих детей. Мне нравится чашка с горячим какао, которую он держит в руке. Ну и свитер тоже, конечно, классный, в стиле предыдущих фигурок. Дальше следует номер 10, а тут очередная игрушка на пульте управления. В этот раз это пожарная машина, которая отправляется составлять компанию нашему кораблику. Переходим к 11 окошку, где нас встречает забавный карапуз. Взгляните, какой милый. В комплекте он имеет бутылочку для кормления, и что особенно круто, он тоже одет в праздничную одежду. Такой малыш для целого окошка это как-то мало, но мне он все равно нравится. Под номером 12, ага, коляска для малыша. Вот ее как раз и не хватало в предыдущем окошке, но компания LEGO решила их разделить по разным. Жадины. Номер 13. Открываем и встречаем еще одну фигурку. На этот раз это их мама, которая, судя по всему, любит кататься на коньках и есть печенье. Она тоже имеет классный свитер, на котором почему-то изображены вертолеты. Не самый женский рисунок, но переходим к следующему окошку. Тут нам попалась еще одна игрушка с дистанционным управлением. Из небольшой кучки деталей получился маленький самолет, а хотелось бы получить что-то побольше. И это уже третья игрушка такого рода. Окошко номер 15. Это рекорд. Просто заяц и все. Даже и сказать нечего. В 16 окошке уже что-то поинтереснее. Это снегоход. Он тоже небольшой, но это лучше, чем просто заяц. Шлем, кстати, также положили. Молодцы. 17-е окошко порадовала фигуркой миссис Клаус со списком подарков. В прошлом году такая фигурка уже попадалась, но она имела обычные ноги вместо полноценного наряда. Мне фигурка нравится, но давайте посмотрим, что попадется дальше. В 18-м окошке нам попался олень, который тянет сани. Очередной шедевр минимализма. Парочка деталей и все тут. Даже не знаю, как это применить в игре. Ставим его в сторонку и открываем следующее окошко. Под номером 19 спрятался один из символов зимних праздников – снеговик. И мне он даже нравится. Он похож на полноценную фигурку, и его хотя бы можно применить в игре. В окошке номер 20 нас встречает еще один символ праздника – нарядная елка.
Она тоже выполнена из небольшого количества деталей, но на данный момент является одной из самых масштабных построек, да и куда без елки. В 21 окошке попались детали для сборки вот такого солдатика. Это одна из моих любимых построек. Здесь тоже немного деталей, но он очень классно выглядит, почти как настоящая фигурка. По крайней мере, он выглядит лучше, чем большинство предыдущих построек. Ставь лайк, если считаешь так же. В 22 окошке попались детали для сборки поезда. Он хоть и выполнен из пары деталей, но как игрушка для мини-фигурки подойдет. В окошке под номером 23 нашлись детали для сборки саней, и это самая неинтересная постройка по моему мнению. Сюда, конечно, можно посадить фигурку, но как-то скучно они выглядят, поэтому отставляем их в сторону и открываем последнее 24 окошко. Ну а тут нам попадается Санта-Клаус в своем ярком красном наряде. Это простая, но очень классная фигурка, по-настоящему новогодняя, даже мешок с подарками имеется. А вот теперь давайте все расставим и взглянем на все сюрпризы, которые нам попались. По моему мнению, в этом году календарь стал менее интересным. Все, что его спасает, это фигурки, которые носят классные свитера. В остальном, все постройки очень скучные. Неизменным осталось лишь одно – замечательная атмосфера зимних праздников. Подписывайся на канал и следи за новинками Лего вместе с нами. На этом все. Всем пока!